Недавно в игре Valorant прошел Battle Pass, главной наградой которого был нож специальный отряд 809. Его-то мы и скрафтим в этом видео, используя подручные материалы и инструменты. С вами Чизбургер, не будем медлить. За дело. Для крафта нам понадобится фанера толщиной около 8 мм, не больше. Шаблончик скачиваем по ссылке в описании и распечатываем. При помощи ножниц вырезаем все детальки. После чего приклеиваем их на фанеру. Чем компактнее, тем лучше. Перед выпиливанием необходимо просверлить отверстие в задней части ножа. Не забудьте подложить под фанеру кусочек ненужной фанеры, чтобы высверленное отверстие было идеальным с обеих сторон. Просунув лезвие лобзика через это отверстие, освобождаем внутреннее пространство. И после этого приступаем к выпиливанию всех деталей. Должно получиться вот так. Теперь нам понадобится гравер со специальной наждачной насадкой. При помощи него сглаживаем обе гарды в нижней части. У вас должен получиться максимально плавный переход. Чуть позже мы его дополнительно обработаем. Вместе с гардой сглаживаем, а точнее затачиваем лезвие нашего ножа. Гравером довольно сложно сделать поверхность ровной, поэтому берем обычный напильник и доводим заточку до идеала. Примерно вот так. Теперь давайте разберемся с вот этой круглой частью. По внешнему контуру вырезаем ее тем же ручным лобзиком. После этого приклеиваем гарду с обеих сторон и максимально сглаживаем ее, чтобы казалось, что эта часть единое целое. Над филем делаем небольшие скосы на гранях. Теперь перейдем к обработке рукояток. Гравером создаем перепад, как показано на видео. А при помощи треугольного напильника делаем канавку, идущую вдоль этого перепада. Приклеиваем обе рукоятки на свои места и, само собой, сглаживаем их удобным для вас способом. С помощью специальной насадки на гравер и тонкого сверла делаем канавки по обоих рукоятках, в которые аккуратно вкручиваем два самореза. Теперь давайте сделаем центральную часть ножа. Для этого берем ПВХ-трубу диаметром 5 см и отрезаем от нее часть по ширине, равной нашей гарде. В моем случае это 2,5 см. Вот что должно получиться. Теперь сделаем заглушки для этой трубы. Здесь нам понадобится тонкая фанера или пластик, на котором мы отмечаем внутренний диаметр трубы. Вместе с ним вырезаем два кружка поменьше, чтобы получились вот такие детальки. Аккуратно вставляем их на свои места, и если нужно, немного подтачиваем, чтобы легче влезали. Настает время подготовить нож к покраске. Для этого рекомендую зашпатлевать все грани и стыки, чтобы поверхность ножа получилась максимально гладкой. Чуть не забыл, на трубе нужно сделать 4 вот такие ямки, по 2 с каждой стороны. Все, можно красить. Сперва наносим грунт. Я крашу отдельно от трубы, так как она будет другого цвета. Грунт подсох, можно наносить основной цвет. Я выбрал черный глянец, но вам советую взять черный матовый. Он будет больше походить на цвет ножа в игре. Получается вот так. Когда краска полностью высохла, берем малярный скотч и закрываем им все места, кроме заточенной части лезвия и верхней стороны рукоятки. Последнюю красим синим цветом в один слой. Нам нужен темный оттенок. А заточку серебряной краской. Краска высохла, можно снимать малярный скотч и наслаждаться результатом. Сразу вкручиваем саморезы. И устанавливаем на место нашу трубу, окрашенную в серый цвет. Можно даже оставить серый грунт. Осталось дело за малым. Вырезаем из бумаги мелкие элементы и приклеиваем их на свои места. Для желтых штучек отлично подойдут вот такие бумажные стикеры. Не забываем заднюю часть ножа окрасить в ярко-желтый цвет.
Нож специальный отряд 809 из Valorant готов. Не забудь поставить лайк и написать комментарий, какую поделку сделать следующей. С вами был Чизбургер. Всем пока!